Слово Божие из недели о мытаре и фарисее. «Я Бог любви, я Слово любви. С любовью и из любви сотворил я небо и землю и все творения наверху и внизу, на небе и на земле, чтобы с любовью своей отдать их все человеку, которого я тогда сотворю моей рукой из земли и поместю в него душу, и сделаю его живым существом, и дам ему все творения, горы и холмы, и равнины, полные цветов, и все источники, и деревья с плодами всякого рода, в которых обитать пусть птицы небесные поют мне и человеку, и зеленое покрывало трава, все, что я сделал через слово, чтобы я мог тогда порадоваться с человеком и дать ему от духа моего, чтобы он был един со мной и Отцом, и дух утешения мог быть между нами и человеком, все для его утешения, чтобы он научился любви между землей и небом. Но он не любил, потому что так выбрал и выбрал себя. Я много говорю, и все больше и больше даю для утешения и даю, чтобы научить человека дать мне воскресение в нем и уподобиться мне в слове и деле, после 7000 лет и лучше со времени его разлуки со мной и с моей первой любовью, той, которая была для него от начала. Я полон тоски и нетерпения по моей первой любви, и как велико мое нетерпение, так велико мое терпение, ибо я Бог любви, я Слово любви. Я показал свою тоску и воздыхание по тебе 2000 лет назад, человек, небесный странник, по твоим стопам на земле. Затем я пришел за вами, чтобы заявить о себе как о вашем Создателе и Боге. Но ты снова спрятался от меня и хорошо сыграл и сказал, что это не я, твое смирение от греха постыдило тебя тогда, и ты скрылся с ним и действовал перед лицом дерзости и сказал, что меня нет, и ты остался на стороне греха. Я пришел за тобой напрасно, ведь ты сказал, что я не пришел. В течение 7000 лет твое непослушание отдавало тебя в руки дьявола, который подстерегает тебя и оставляет тебя предо мною и считает тебя своим. Малейшее непослушание влечет тебя от меня на свою сторону, а это означает твое состояние в непослушании в течение 7000 лет, и ты бы понял и увидел хорошо хитрость врага твоего и знал бы, чья ты, ибо он знает, что ты его, а я, что ты мой, ибо я построил тебя, и потому с нетерпением и тоской я так долго следую за тобой, а ты все еще не даешь знать, чья ты. И ныне, а моя первая земля, та, что от начала, благослови Господа и Его святое имя. Благословляйте изо всех сил того, кто очищает беззаконие ваше и возносит немощи ваши, того, кто избавляет вас и венчает вас милостью и состраданием, ибо юность ваша обновится, как у орла, и пойте Господу, как царь Давид, ибо вы тот, кто пребывает и обновляется, и снова вы ходите и всегда ходите, как написано, но вам нужна вера и великая любовь к обновлению. Потому что орел через несколько десятилетий достигает большого бессилия и имеет выбор – обновить и прожить свою жизнь еще раз или отпустить ее, и если он выбирает жизнь, он летит из последних сил на высокие хребты, свой последний полет, и остается в воздухе, и начинает свое обновление, сражаясь и работая, чтобы сделать себя новым, ударяя клювом по камню, чтобы сломать его и выбросить, так что на его месте вырастает новый клюв у того, кто бьет его в грудь, а затем вырывает вместе с ним свои бессильные когти, чтобы вырастить других, и с помощью которых оторвать его отяжелевшие от непогоды перья, и вырастут новые. И он готовится к новой жизни, к новому полету, и снова живет другой жизнью, а ты всегда обновляла свои силы и снова побеждала свои немощи через своих непревзойденных доблестных сыновей. Или сколько раз враги желали, чтобы ты для них был побежден, и ты написала себе великую историю сквозь время, моя страна, ведь храбры были те, кто защищал твою землю и народ сквозь время, как те, кто слышал издалека о твоих храбрых детях, защитниках страны и нации, были поражены, и ты написал для себя великую историю, начиная от Рима и до всех твоих пределов, и ты остался в моей любви, и ты тот, кто остается, и ты носишь это победное имя для того, кто остается после всех невзгод.